Когда речь заходит о надежности, Ford оказывается далеко не первым. Многие видят в нем просто производителя доступных машин, а не создателя двигателей-миллионников. И очень зря, потому что пока другие гнались за технологической сложностью, инженеры Ford в решающие моменты выбирали гениальную простоту. Результатом стали агрегаты, которые не боятся большого пробега и плохого обслуживания. Эти моторы легли в основу миллионов автомобилей по всему миру, заслужив легендарную репутацию. А некоторые смогли пережить даже те машины, для которых были созданы. Но какие же двигатели Ford вошли в историю как самые живучие и безотказные? В этом мы и попробуем разобраться. Итак, вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели Ford. Поехали! В 1965 году Ford представил двигатель, который стал не просто агрегатом, а эталоном надежности, отлитым в металле. Это рядный шестицилиндровый 4,9-литровый Ford 300 SID. Инженеры создают его для одной цели – чтобы он стал неубиваемым сердцем для пикапов, фургонов и внедорожников, и чтобы это сердце работало десятилетиями в самых тяжелых условиях. Для этого они делают ставку на предельную простоту и гигантский запас прочности. Всю конструкцию они рассчитывают на сверхдолгий ресурс, превращая ее в монолит. Почему он получается таким живучим? Потому что его отливают целиком из чугуна, и блок, и массивную головку. Этот подход придает ему почти вечную живучесть и феноменальную стойкость к перегревам. А вместо цепи и ремня в основу механизма газораспределения инженеры закладывают шестерни. Зачем такие сложности? Затем, что шестерни не растягиваются и не рвутся, работая по сути вечно. Единственной платой за такую надежность становится характерный механический шум, который ценители считают не недостатком, а песней мотора. Из-за этого низкооборотного характера работы его максимальная тяга в 384 ньютон-метров приходит уже на 2000 оборотов. Это делает двигатель идеальным для буксировки и медленной работы под большой нагрузкой. Этот двигатель живет на конвейере невероятные 32 года. За это время он проходит путь от карбюратора к впрыску, а его мощность растет со 100 до 170 лошадиных сил. Но что действительно важно, так это его универсальность. Ford 300 встречают не только в пикапах. Он работает на тракторах и генераторах, среднетоннажных грузовиках и фургонах служб доставки, которые эксплуатируют технику почти круглосуточно. И этот ресурс измеряется сотнями тысяч километров. Известны случаи, когда двигатели проходили по 500 тысяч километров без какого-либо серьезного ремонта. Именно из-за такой работы за ним и закрепляется слава неубиваемого. У этого мотора просто нет характерных болезней. Все проблемы сводятся лишь к возрастным неисправностям вспомогательного оборудования, например, утечкам или износу карбюратора. Его главный враг сегодня – только почтенный возраст и полное пренебрежение обслуживанием. А еще его простая конструкция делает любой ремонт понятным и доступным. Ford 300 – это символ эпохи, где надежность ставит выше всего. Он не блистает мощностью, но становится эталоном выносливости, доказывая, что истинная долговечность рождается из гениальной простоты и правильной инженерной мысли. Еще в середине 90-х Ford ищет путь к созданию идеального массового мотора и делает ход, который тогда казался неочевидным. Они обращаются за помощью к японским инженерам Yamaha. Не для гоночных технологий, а для обратного – создать максимально сбалансированный, легкий и живучий двигатель для массовых моделей Ford. Так рождается серия Sigma, а ее вершиной становится 1,6-литровый 16-клапанник. В его основе простая и правильная формула – разумный баланс между легкостью, надежностью и стоимостью. Алюминиевый блок и головка экономят вес, а простой ременный привод ГРМ делает конструкцию доступной. Но главный секрет в балансе. Это мотор, который не пытается впечатлить цифрами. Он создан, чтобы работать десятилетиями. В 2005 году эту формулу доводят до ума, добавляя систему TI-VCT. Теперь электроника управляет фазами и на впуске, и на выпуске. Зачем такие сложности в, казалось бы, простом моторе? Для того, чтобы скромные 115 лошадиных сил работали максимально ровно и экономно на любых оборотах. Динамика Ford Focus с таким мотором становится не резкой, а предсказуемой и уверенной. Однако японская надежность в этом моторе требует соблюдения четких правил. И первый из них – внимание к системе зажигания. Капризный модуль и неподходящие свечи могут заставить двигатель троить. Поэтому эксперты настаивают – только оригинальные свечи и замена строго по регламенту. Второе и главное правило – безусловный приоритет ремню ГРМ. Его меняют каждые 120 тысяч километров. И вместе с ним обязательно все ролики и помпу.
Экономия на этом этапе – прямой путь к капитальному ремонту. Особую бдительность стоит проявлять владельцам версий TI VCT. Шестерни фазовращателей на них – слабое звено и часто требуют замены вместе с тем же ремнем. Третье условие долгой жизни – терпение и своевременная регулировка. Гидрокомпенсаторов здесь нет, а значит, каждые 120 тысяч километров нужно проверять и выставлять зазоры на клапанах. Это плата за простоту и ремонтопригодность конструкции. Что же получает водитель, который следует этим нехитрым, но обязательным правилам? Абсолютно предсказуемый и неприхотливый агрегат. Он прощает небольшие задержки в замене масла, не боится городских пробок и на хорошем топливе без проблем отрабатывает свои 400 тысяч километров. Получив успешный опыт с Yamaha, Ford делает следующий стратегический шаг. Теперь цель не просто один сбалансированный мотор, а целое универсальное семейство двигателей. В поисках идеальной основы для такой платформы они снова обращаются к японцам. На этот раз к инженерам Mazda. Результатом этого союза становится серия двигателей Duratec HE. Синтез двух инженерных школ в одной удачной конструкции. От японцев мотор получает свою основу – алюминиевый блок с запрессованными чугунными гильзами, который навсегда избавляет конструкцию от риска задиров. А Ford превращает эту основу в универсальную платформу, готовую к установке на миллионы автомобилей по всему миру. Их общее творение – это эталон разумной простоты. Конструкция намеренно лишена сложностей. Нет гидрокомпенсаторов, нет ремня ГРМ, нет дорогих систем прямого впрыска. Даже впускной коллектор легкий, пластиковый. Весь мотор весит чуть больше 90 килограммов. Зачем такие простые решения? Для того, чтобы каждый узел был понятен, доступен для ремонта и работал сотни тысяч километров. Главная гениальность этой конструкции – ее невероятная универсальность. На одной и той же технологической базе собирают двигатели объемом 1,8, 2, 2,3 и даже 2,5 литра. Их отличают лишь незначительные детали. Однако и у этого надежного мотора есть свои характерные слабости. Одна из самых частых – склонность к масложору. В погоне за экологией инженеры ставят тонкие поршневые кольца. Со временем они коксуются и теряют упругость, а расход масла может достигать 1 литра на 1000 километров. Другой типичный симптом – дизеление. После пробега в 100 с лишним тысяч километров изнашиваются вихревые заслонки в пластиковом коллекторе. Двигатель начинает характерно рокотать на низах, теряя тягу. Коллектор по каталогу меняется целиком, но народные умельцы давно придумали бюджетные решения. И, наконец, его главная слабость – требовательность. Двигатель не терпит масляного голодания и боится перегрева. Пренебрежение уровнем масла или неисправностью помпы ведет к дорогой поломке – провороту вкладышей коленвала, который часто заканчивается заменой всего блока. И все же Duratec HE доказывает, что надежность и ресурс в 500 тысяч километров кроются не в количестве технологий, а в их продуманности и качестве исполнения. Если в 2000-х годах вы видели на дорогах Ford Focus, Mondeo или Transit, с огромной долей вероятности под их капотом тарахтел именно этот мотор – 1,8-литровый TDCi. Это не просто двигатель, это самый массовый и самый узнаваемый дизель Ford целой эпохи. Его история начинается еще в 80-х, но настоящая популярность приходит в 2001 году, когда этот чугунный мотор получает современное лицо, систему Common Rail и турбину с изменяемой геометрией. Инженеры не создают новую платформу, а бесконечно модернизируют старую, проверенную. В результате под одним обозначением 1.8 TDCi скрывается удивительное разнообразие модификаций с разной мощностью от 75 до 125 лошадиных сил, с двумя разными топливными системами и даже с 3 различными схемами привода ГРМ. Поэтому его главный парадокс в том, что не существует типичного 1.8 TDCi. Его надежность и расходы напрямую зависят от того, в какой год и с каким оборудованием он сошел с конвейера. Если вам повезло и под капотом системы Siemens с 2005 года, вы получаете достаточно неприхотливый дизель. Но если в машине стоит ранняя версия с аппаратурой Delphi, вы становитесь заложником одного жесткого правила. Только идеальное топливо и только оригинальный фильтр, ведь малейшее завоздушивание или грязь приводит к катастрофическому износу насоса высокого давления, который затем уничтожает форсунки, а ремонт превращается в замену всей топливной системы. Но даже на удачной версии вас ждет плата за современность. Проблемы, которых не было у старых простых дизелей. Двухмассовый маховик – это расплата за возросший крутящий момент, а его ресурс редко превышает 150 тысяч километров. А замена тянет за собой еще и сцепление, что делает это мероприятие крайне дорогим.
Электрический актуатор турбины на моторах после 2005 года – это слабое звено, которое может выйти из строя раньше самой турбины, а сложный привод ГРМ с двумя ремнями в масляной ванне после 2007 года требует особой бдительности, ведь обрыв любого из них гарантированно приводит к встрече клапанов с поршнями. Так что же в итоге? 1.8 TDCi – это последний относительно простой дизель Ford. Он стоит на распутье. С одной стороны, неубиваемый чугунный блок, способный отходить 500 тысяч километров, с другой — навесные современные системы, которые постоянно напоминают о его сложности. В 2010 году, когда весь автопром начинает гнаться за уменьшением объема и ростом эффективности, Ford представляет свое семейство двигателей EcoBoost. Флагманом в этой линейке становится 2-литровый турбомотор. Его задача не просто быть современным. Он должен заменить целую линейку старых атмосферных двигателей. Инженеры Ford выбирают путь разумного консерватизма. За основу они берут проверенный алюминиевый блок, но оснащают его совершенно новыми технологиями: турбиной Borg-Warner, цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз TI-VCT на обоих распредвалах. Итог — сокращение расхода на пятую часть без потери мощности. Надежность этого мотора строится не на простоте. Она строится на балансе и точном соблюдении правил эксплуатации. Конструкция делает его мощным, но и требовательным. Отсутствие гидрокомпенсаторов не становится проблемой. Зазоры клапанов стабильны первые 150-200 тысяч километров. Цепь ГРМ часто служит весь срок жизни мотора. Однако блок цилиндров на высокофорсированных версиях, особенно от 250 лошадиных сил, может нести повышенную нагрузку, иногда приводя к проблемам с прокладкой головки блока. Главный враг этого двигателя – плохое топливо. Высокая степень сжатия и работа под давлением требуют качественного бензина. Официально допускается 95-й, но для долгой жизни нужен 98-й. Детонация способна привести к разрушению поршней. Также мотор чувствителен к качеству масла. Из-за него могут выходить из строя муфты изменения фаз. Слабое место ранних версий – выпускной коллектор. На европейских моторах до определенного года он со временем трескается, повреждая турбину. В более поздних версиях эту проблему решают, интегрируя коллекторы в головку блока. При этом мотор показывает хороший ресурс. При использовании качественного топлива и масел, своевременной замене расходников и внимания к известным болезням, он спокойно проходит 400 тысяч километров. Самые проблемные – мощные версии, самые живучие – штатные, до 200 лошадиных сил. 2-литровый EcoBoost – это современный технологичный агрегат, чья надежность зависит от дисциплины владельца. Он не прощает халатности с топливом и маслом, но за внимательное отношение и качественное обслуживание отвечает высокой отдачей и солидным пробегом. В 2011 году Ford ставит амбициозную цель – создать турбомотор, который заменит собой большие и прожорливые атмосферные двигатели в пикапах и внедорожниках. Так на свет появляется двигатель 3.5 EcoBoost мощностью до 400 лошадиных сил. Он должен стать сердцем самых важных моделей Ford. Но инженерам приходится платить высокую цену за такую мощь в компактном корпусе. Конструкция получается сложной, а ее надежность в первых поколениях вызывает сомнения. Характерной проблемой становится цепь ГРМ. Инженеры применяют единственную длинную цепь, которая огибает оба распредвала, коленвал и насосы. Проблема в том, что такой маршрут заставляет ее работать на изгиб в 2 раза сильнее, чем у других моторов. Цепь изнашивается, а натяжитель не успевает компенсировать эту выработку. К чему это приводит? К постепенной потере синхронизации валов, стуку на холодную и в итоге к риску проскакивания цепи на звезде коленвала. Владельцам этих версий нельзя забывать о состоянии масла. Качество и своевременная замена масла становится критически важным фактором для его ресурса. Чтобы решить эту проблему, во втором поколении мотора начинается работа над ошибками. Инженеры кардинально пересматривают конструкцию. Они отказываются от одной длинной цепи в пользу 2 более коротких, как на моторах V8. Это сразу снимает основную нагрузку. Новым слабым звеном становятся фазовращатели. Шестерни, отвечающие за изменение фаз, начинают стучать уже на относительно небольших пробегах. Ford даже выпускает несколько сервисных компаний по перепрограммированию блока управления, чтобы заглушить шум. Сам факт этих компаний лишь подтверждает системность проблемы. Другая характерная черта – склонность к образованию течей. Подводящие патрубки к турбокомпрессорам, пластиковый масляный поддон, дегазационный бачок системы охлаждения, задний вакуумный насос. Каждая точка потенциально требует внимания после 100-150 тысяч километров.
Это плата за обилие соединений и агрегатов в тесном подкапотном пространстве. Таким образом, надежность 3.5 EcoBoost – вопрос соблюдения правил. Этот мотор требует многого – лучшего топлива, строгого графика замены масла и свечей, бдительности к течам. Но тем, кто эти правила соблюдает, он гарантирует феноменальную мощь и ресурс, легко переваливающий за 400 тысяч километров. Устав от проблем с предыдущими моторами, Ford в 2011 году делает решительный шаг. Компания впервые за десятилетие берется самостоятельно создать тяжелый дизель для пикапов. Цель была амбициозна – разработать двигатель, который с первого дня станет новым эталоном надежности и мощи, раз и навсегда исправив ошибки прошлого. В основу двигателя легла дерзкая и, на первый взгляд, парадоксальная идея, из-за которой он и получил кодовое имя «Скорпион». Они переворачивают традиционную архитектуру дизельного V8 с ног на голову. Горячая выхлопная часть оказалась спрятана внутри V-образного развала, а холодный впуск вынесен наружу, навстречу воздушному потоку. Это гениальное решение сокращает путь раскаленных выхлопных газов к турбине, делая ее отклик мгновенным, а сам мотор невероятно компактным и эффективным. Долгий срок службы этого мотора обеспечивали три особенности конструкции. Прочный силовой каркас. За основу взят чугунный блок с шаровидным графитом, который на 75% прочнее обычного чугуна. А начиная со второго поколения, двигатель получил алюминиевые головки с 6 клапанами на цилиндр, что обеспечило оптимальное наполнение камер сгорания и их охлаждение. Высокоточная топливная система Common Rail Bosch была надежно защищена. Ее оберегали две отдельные системы охлаждения для высоких и низких температур и двухступенчатая фильтрация топлива, задерживающая частицы размером до 4 микрон. Ford не боялся признавать и исправлять слабые места, последовательно улучшая двигатель от поколения к поколению. Эволюция Скорпиона наглядно показывает этот путь. Первое поколение заявило о высокой мощности, однако в его конструкции проявились характерные слабые места ранних версий. Главной проблемой стала ненадежная турбина Dual Boost с керамическими подшипниками. Второе поколение устранило основные недостатки. На смену проблемной турбине пришел надежный Гаррет, а 6 клапанов на цилиндр стали стандартом. Этот мотор считается золотой серединой. Третье поколение – это вершина развития, современная легенда, выдающая до 500 лошадиных сил мощности и 1650 ньютон-метров крутящего момента. Главной угрозой для ресурса мотора стало не тяжелое использование, а нарушение регламента обслуживания. Его высокоточная топливная система критически чувствительна к качеству дизельного топлива. Пренебрежение регулярной заменой обоих топливных фильтров – верный путь к дорогостоящему ремонту. Второе правило долголетия – внимание к двум контурам охлаждения, где каждый элемент требует своевременного контроля. 6,7-литровый Power Stroke – двигатель, который спас репутацию дизельных Ford, вернул компанию в лидеры сегмента и доказал свою надежность на практике. При грамотном обслуживании этот мотор готов преодолеть рубеж в 500 тысяч километров без серьезных проблем. В 2012 году Ford оказывается под давлением. Конкуренты предлагают 6-литровое атмосферное V8, и простым увеличением объема уже не отделаться. Компании нужно решение, которое будет мощным, современным и вызовет волну эмоций. И Ford находит его не в будущем, а в прошлом. Они возрождают легендарный двигатель объемом 5 литров. Но старый мотор с толкателями для новой эпохи не подходит, и инженеры совершают смелый шаг. Они берут проверенную модульную архитектуру и оснащают ее совершенно новыми технологиями. Так рождается 5.0 Койот. Это первый атмосферный V8 Ford с двумя распредвалами на головке и системой изменения фаз TI-VCT. 4 клапана на цилиндр, отдельные цепи ГРМ, кованый коленвал. Конструкторы не просто увеличивают литраж, они переосмысливают саму суть большого мотора, делая его высокооборотистым и невероятно отзывчивым. Главная сила Койот – его двойная жизнь. С самого начала его создают как универсальный двигатель, который должен решать две абсолютно разные задачи. В «Мустанг» он раскручивается до высоких оборотов, становясь сердцем настоящего спортивного автомобиля. В F-150 – тяговитым и выносливым тружеником. Этого добиваются не разными моторами, а тонкой настройкой одной платформы, разной степенью сжатия и профилями распредвалов. Инженеры отказываются от сложного наддува в пользу проверенных надежных решений – чугунных гильз, прочных шатунов, крепкого блока. Это не самый экономичный, но невероятно живучий мотор, чей ресурс легко переваливает за 500 тысяч километров. Однако даже у такого долгожителя есть характерные болезни. И первая из них проявляется на слух.
это посторонние постукивания в двигателе. Система изменения фаз TI-VCT и роликовые толкатели после большого пробега могут начать шуметь. Вторая проблема – капризы впуска. На втором и третьем поколении могут залипать заслонки впускного коллектора. Из-за этого мотор теряет тягу на низах, а на приборной панели загорается ошибка. И третья, особая слабость – это чувствительность к тюнингу. Популярность койот у любителей мощности и его ахиллесова пята. Установка турбины на стоковый блок почти гарантированно приводит к поломке. Но здесь же кроется и его сила. При грамотной подготовке этот мотор способен выдерживать поистине феноменальные нагрузки. 5.0 койот доказывает, что в эпоху турбин и электромоторов классический большой двигатель V8 еще способен удивлять и оставаться актуальным. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.